день, дорогие друзья! Сегодня к нам в гости пришел, как тебя звать? Роман. Роман к нам в гости пришел. Роман, как ты давно работаешь дальнобойщиком? Как ты долго в этой профессии? Я работаю где-то с 2011 года по 2015 работал, потом был перерывчик, прекратил. Ну, работал тоже на отсыпке на севере, на КамАЗе, но не в дальнобое. Потом все, снова вернулся. На севере вахтами, да, работал? Вахты, да, вахты. На самосвале? Да, КамАЗ. То есть, начинал откуда рабочий свой путь водителя? Начинал с Москвы в 2011 году. Приехал, брат старший живет там. Позвал на помощь, раскручивал свой бизнес, вот транспортную сферу. Взял машину себе, он Мерседес. Ну, как я молодой, мне на тот момент был 21 год. Меня устроили к частнику на 10-тонник. Кататься по Москве, по Московской области. Тоже вот грузоперевозки, ленты, Ашаны. Ну, я поработал с годик. Брат приобрел еще одну машину, МАН. И мы сели на 15-тоннике на одиночку и стали работать. А как в Лидер Транс попал? В Лидер Транс попал вообще такой, как бы сказать, случай. С работой у меня было тяжело. Не знаю, как это назвать, везение или удача. А работал участника на Ивеке. Какого она? 2000 года, по-моему, 2001 было. Я ходил в Омск, Екатеринбург, магнит перемещений. Туда-сюда катал. Машинка старая, ломалась, приходилось самому чинить ее. Не ездил ни в футболочках, ничего, а в робе, можно так сказать. Чтобы машина постоянно ломалась, что не рейс, то какая-нибудь поломка. И один такой прекрасный день, как бы я считаю, мне, наверное, по воле случая повезло, что я сюда попал. Потому что мне работать здесь нравится. Выгрузился я на магните, у нас в Омске 3-я молодежная РЦ магнит. У меня воздух шипел, я полез под прицеп, менять фитинг там, шипел. И стоял МП-3, Лидер Транс, наш земляк Николай, омский мужичок, он сколько уже, 4 года, да, 4 года в Лидер Трансе, он сказал. И заговорили туда-сюда. Он говорит, ну зачем тебе это, зарплата низкая, то есть сам все делаешь, тебе за это никто не платит. То есть, а у нас в Лидер Трансе все нормально, условия более благоприятные, чем у тебя сейчас. Ну и, соответственно, зарплата намного выше. Он сказал, что омская колонна открылась в Омске недавно. Вот я пришел, поговорил с колонной, меня взяли и стал работать, зарабатывать. Ром, а ты женат, у тебя семья есть? Я в гражданском браке сейчас, но в скором времени буду, как его назвать, законно в браке. Детей нету, детей пока нету. Понятно. Мама, папа, братья, сестры. Да, мама, папа, мама, папа, они развелись, я в армии служил. Братья, нас 5 братьев, все парни. То 3 в Москве живут и 2 мы в Омске, младших. Ром, скажи, твоя работа влияет на отношения с семьей? Нет, не влияет. Ну, только если что, как влияет, что от этой работы зависит мое благосостояние, то влияет положительно. Жена хорошо, да, относится? Да, жена, да, нормально, с пониманием относится. Все хорошо. На данный момент. Дальше жизнь покажет. Ром, скажи, о чем ты мечтал в детстве? Мечтал именно мне отец все время говорил, типа, Роман у нас будет дальнобойщик. Я от кастрюли с крышкой бегал все время, игрался. То есть это прям моя мечта была. Не космонавтом,
не трактористом, как бы я с поселка Самсонской области. У нас мальчишки все мечтали там, ну, вырастут также пахать на Кировце, целину поднимать, так сказать. А я вот на фуру хотел большую, управлять, кататься по стране, общаться с людьми. Ну, как бы мечта сбылась, я считаю. Предполагал ли ты, что вот твоя жизнь вот так вот развернется, и ты вот прям станешь четко дальнобойщиком, вот как вот сейчас в Лидер Трансе мы ездим, как сказать, от западной границы до самой дальней восточной? А честно сказать, дядь Коль, предполагал, я и хотел этого, что я шел к этому специально. Учился, опыту набирался. Тоже были и ошибки в этом плане за рулем. Ну, дай бог, таких серьезных ничего не было. Ну, я имею в виду вот на трассе. Какое мое решение всегда было, как сказать, правильным, взвешенным. Какой-нибудь маневр выполнить. Роман, какие у тебя есть еще увлечения помимо автомобилей и дорог? Увлечения? Да, пока никаких. Были раньше. Легкой атлетикой занимался и люблю настольный теннис играть. Настольный теннис. А так сейчас пока времени свободного очень мало. Чем бы ты занимался, если бы не эта работа? Если бы вообще ее не было, ну, я даже не знаю. Такой вопрос сложный. Я ничего большего как бы и не делал за свою жизнь. Только за рулем все время. Чем бы я занимался? Ну, не знаю, наверное, работал бы у себя в деревне, если бы все было хорошо, там сельское хозяйство было развито до сих пор, до нынешнего времени. То работал бы, наверное, тоже трактористом, комбайнером. Как-то так, наверное, я думаю. Какие личные качества помогают тебе в твоей деле, в твоей работе? Мне помогает упорство, уверенность в себе. А какие мешают? Мешает темперамент, мне мешает мой характер. То есть я взрывной, могу вспылить. Вот это мешает сильно. Но я учусь, как бы пытаюсь себя успокоить, принимаю советы взрослых, гораздо опытных мужчин, водителей. И вот так вот. Слушай, Ром, есть какой-нибудь забавный случай в твоей деятельности? Вот, от самого начала, там, может быть, на севере что-то интересное было, что-то здесь, в дальнобое? Был один забавный случай в дальнобое. Это 2013 вроде или 2012 год. Мы ехали в паре с парнишкой с Питера на Москву. И дорогу перемело, если кто знает, вспомнит, кто ходил в тот момент. Я точно не помню, 12 или 13 год. Дорогу перемело. Обычно с Питера до Москвы 800 километров. Ну сколько там, 15 часов езды, да? Ну я примерно говорю. Да, дорогу перемело. Мы ехали, ну и все. Движение, ну двигаться дальше невозможно было. Вообще никак не было возможности, не чищено, ничего. А мы остановились. Оказывается, впереди расчистили дорогу. Но впереди стоявшая машина была. Его мужчина там просто напился. Его силком из-за руля вынесли оттуда просто. Ну как, он не в состоянии был сам выйти. Поэтому мы никуда не ехали. Это вот наш промежуток расстояния, такого километра там, мы вот из-за этого не поехали. То есть стояли, думали, перемело, а впереди все почищено, а стояли из-за этого. То есть мужчина просто расслаблялся, выпивал, отдыхал. Ром, как ты думаешь, кто или что оберегает тебя в этой жизни, в работе, в дороге? Ну, я думаю, есть у меня мой ангел-хранитель, который помогает мне в жизни. Это моя любящая жена,
Я считаю вот так. Ну, что, хорошее. Что для вас поддержка, где ее можно взять? Поддержка, ну, то же самое, повторюсь, это моя семья, жена моя любимая. С мамой вот она все время волнуется, переживает, где я, как. Я с ней созваниваюсь часто, она мне звонит, интересуется, как что. И меня это подбадривает. Я рассказываю случаи из жизни своей в дальнобое, что происходит. И получается очень хорошие, интересные истории из жизни. У нас в дороге много чего уже происходит. И нам есть что кому, что всегда рассказать, поделиться. Брат младший тоже интересуется, как да что. И вот это общение с родными, оно очень подбадривает, и увереннее себя чувствуешь, и продолжаешь работать, жить. Ром, есть у тебя мечта? Прям мечта. Есть мечта. Я мечтаю, у меня пока нет детей, я мечтаю о сыне или дочке в скорейшем времени, чтобы моя любимая жена мне подарила ребенка, и моя мечта исполнится. Хорошо. Что такое для тебя дружба и кто твои друзья? Для меня дружба это в первую очередь, наверное, преданность человека, взаимоуважение. Ну, то есть я имею друг дружки, что два человека, если дружат, доверие целиком и полностью, преданность, как я сказал, взаимопонимание. Сейчас на данный момент мало людей, кто умеет дружить. Ну, не буду говорить за все время. Ну, вот в мое время, что я живу, как бы у меня не очень много друзей. Только есть знакомые. Мои друзья это вот мои близкие, моя семья, кому я могу полностью довериться. И жить спокойно дальше. А так такого друга сердечного у меня, к сожалению, нет. Что для тебя в жизни самое главное и ценное? Самое главное и ценное в моей жизни — это здоровье моих близких, кого я люблю. И чтобы мы понимали друг друга в жизни. Все, без исключения. Как я и сказал, взаимопонимание и уважение. И вести себя по-человечески, по жизни. Оставь напутствие, пожелание или совет для наших зрителей, для своих близких, друзей. А моим близким хочу сказать, что я всех люблю, скучаю. Всем привет. Хочу пожелать всем поменьше нервничать. Твой глаз. Хочу пожелать всем поменьше, чтобы тратили свои нервы. Кто может, чтобы вообще без нервов. И всем удачи и самое главное здоровья. Берегите себя. Всем удачи. Всем спасибо. Спасибо, что уделил время. Пожалуйста. Хорошей тебе дороги всегда. Шершавенький, как говорится. Поменьше Спасибо. поломок. Хороших заказов. Спасибо. Солнышко. Взаимно. Тебе того же самого. И удачи. Все. Пока. До свидания. Все, до свидания, ребят. Счастливо. Давай ты. Все, всем счастливо, пока. Всем удачи на дорогах. Берегите себя, ребят.